2017 год. Мобильный рынок уже был переполнен однотипными хоррор-играми. Всем приелись обычные идеи, которые уже не пугали. Но тут появляется нечто совершенно неожиданное. Обычная старая бабка в длинной ночнушке без глаз. Очень простая, почти сделанная на коленке игра. Кто бы мог подумать, что она станет настоящим феноменом. Игра без сюжета, без выдающейся графики, без какого-то бюджета. Однако именно эта игра ворвется в топ App Store и Google Play. Она заставит десятки миллионов людей прятаться под одеялами, боясь даже малейшего шороха. И ее зовут Грэнни. Не сказал бы, что необычная и даже немного примитивная игра. Изначально бабка не обещала ничего особенного. Но именно ее простота и затмение графики яркими впечатлениями от геймплея сделали ее успешной. Когда ты в первый раз слышишь скрип дверей или видишь, как старушка из тени движется к тебе, ты начинаешь осознавать, все гораздо глубже. И вот здесь вот начинается настоящая история будущего легендарного продукта. За этим игровым феноменом стоит инди-разработчик из Швеции Денис Вуканович, известный как девелопер. Он сам создавал игры, много лет посвящая свое время созданию хорроров. До Грэнни он уже успел сделать несколько игрушек, в том числе и популярную серию о Слендерине. Правда, именно Грэнни стала его настоящим прорывом. Денис работал один, без больших студий и серьезного бюджета. Такой случай доказал всем, что не всегда людям нужно что-то сверхъестественное, чтобы напугать их. Игра была создана на движке Unity и весила меньше 100 мегабайт. Вероятно, ее легкая доступность и абсолютная бесплатность тоже дала свой плод. Грэнни была выпущена 24 ноября 2017 года на Android и 12 декабря 2017 года на iOS. Это была не просто очередная мобильная пугалка. Ее завоевание мировых топов было настолько стремительным, что даже без рекламы и пиара она получила миллионы установок за короткий срок. YouTube, Twitch, Reddit – все начали бурно обсуждать игру. А фанаты начали снимать летсплеи, реакции, создавать моды и теории. Инди-разработчик, не имеющий средств на маркетинг, оказал на индустрию такой эффект, что даже спустя годы ее продолжают обсуждать и модифицировать огромное сообщество. Девелопер, естественно, продолжал поддерживать игру, выпуская обновления, новые комнаты, оружие, альтернативные концовки, что только увеличивало интерес и подогревало фантазию игроков. Все это происходило благодаря силе комьюнити, что позволило игре расти и развиваться органически. По правде, важными были несколько обновлений. Версия 1.1. Обновление от 3 января 2018 года. Дом стал больше и страшнее. Появилась секретная зона, а там Мишка. О, холера! Czy to Freddy Fazbear? Тедди или же Мишка не просто игрушка. В случае, если мы посмеем тронуть Мишку или убить одного ее питомца из дробовика, будет слышен звук сердцебиения, а глаза бабушки покраснеют. Она будет знать наше точное местоположение, пока мы не выбросим медведя или не избавимся от бабки на время. Версия 1.2. Сразу после первого масштабного обновления 12 февраля 2018 года появляется чердак, возможность получения бонусного дня, сложность сложно и еще один замок на главную дверь. Ну спасибо, вы конечно облегчили игру. Версия 1.3 от 30 марта 2018 года. Еще локации, в которых тебя обязательно словят. Еще предметы, которые ты используешь, надеясь на побег. Версия 1.5. Теперь мы можем дать дёру на машине. Это сильно разнообразило побегушки от бабки. Версия 1.8. Крайне мощное обновление. Вышло оно в ноябре 2022 года. Отныне есть еще больше локаций, появился враг Анжела. Ее будто бы нереально законтрить, вот правда. Грэнни оказалась крайне увлекательной благодаря ее простоте и уникальной атмосфере. Ты пленник в жутком доме, у которого есть только 5 дней, чтобы сбежать. Или же погибнуть. Каждый день это новая жизнь, как новый глоток воздуха. И для того, чтобы выбраться, нужно искать ключи, инструменты и другие предметы, которые тщательно спрятаны по всему дому и охраняются самой бабкой. Но она не так проста, как может показаться. Все решения должны быть сделаны быстро и обдуманно, потому что бабка не дает времени на ошибки. Бабка хоть и выглядит глупой, но иногда она может переиграть даже тебя. Главная особенность игры – это утонченный звук. Грэнни – это игра, где звуки играют ключевую роль. И если ты уронил вазу, бабушка сразу же услышит и придет на место падения вазы. Каждый малейший шорох может привести к ее появлению в кадре, что заставляет игроков быть на максимальной внимательности. Открытая дверь, шаги – все становится частью механики, усиливая напряжение и панику. Ты не можешь просто уйти и скрыться. Тебе нужно прятаться, но только если бабка не увидела, как ты это сделал. Скрыться под кроватью или в шкафу можно, однако бабушка продолжит свои патрули и будет постоянно ставить капканы. А если ты спрятался при ней, она тебя достанет и замочит. Так что всегда будь на стреме. Еще многое полагается на уровень сложности. Чем сложнее игра, тем более агрессивно становится Грэнни. На высоких уровнях ты практически не имеешь шансов, а каждая ошибка становится решающей. Даже опытные игроки часто оказываются в ловушке, не успевая понять, как их поймала бабушка. На экстриме бабка летает как бешеная, на легком ходит очень медленно. Вот такой контраст тоже дает изюминку. Кстати, если в бабку выстрелить дротиком из арбалета, то она вырубится на срок от 15 секунд до 2 минут. Зависит от сложности игры. Ружье, в свою очередь, поможет оглушить бабушку до 2,5 минут. Баня дает фору в срок от 15 секунд до 2 минут.
Что касается самой истории игры, то ее лор становится все более таинственным. Откуда же взялась эта страшная бабка? Грэнни является частью целой вселенной, созданной девелопер. В играх о Слендерине мы понимаем, что Грэнни является бабушкой самой Слендерины, девочки-призрака с белыми глазами. Мистическая атмосфера игры только усиливается за счет множества пасхалок и намеков на более глубокую историю. В доме бабушки можно встретить закованную в цепи мать Слендерины. Исходя из записи в дневнике Слендерины, мать Слендерины накормила семью отравленным обедом, после которого вся семья была проклята. Бабушка узнала об этом и заковала ее в цепи. Сентябрь 2019 года принес продолжение игры Granny Chapter 2. Вот это мой английский, конечно. В этой версии на игрока нападают уже двое – бабушка и дедушка. Дед, вооруженный дробовиком, очень хорошо видит, но не реагирует на звук. В отличие от бабушки, которая по-прежнему чувствительна к малейшему шороху. Новый дом, новые возможности, больше комнат, лодка в подвале, подводный тоннель и даже охранные камеры. В игре появляются новые способы побега. Например, можно починить лодку и уехать или отвлечь дедушку. В этот раз добавление оружия в игру было спорным решением. Возможность атаковать противников и оглушать их изменила саму механику игры. Это сделало Granny больше похожей на игры типа Outlast или Hello Neighbor, где игроки могут манипулировать своими врагами. Однако атмосфера страха не исчезла, и она продолжала оставаться ключевым элементом игры. В июне 2021 года выходит Granny 3, последняя на сегодняшний день версия игры. Это уже полноценная хоррор-игра, в которой игрок оказывается в огромном особняке, включая подвалы, двор и склепы. Теперь врагов стало трое – Granny, Грэнпа и таинственная девочка Слендерина. Сюжет разворачивается на новом уровне. Игроки могут исследовать большие площади, искать новые объекты и разгадывать тайны особняка. Granny 3 получила высокую оценку за разнообразие и развитие лора, но, несмотря на это, многие поклонники считают, что атмосфера, которая сделала игру культовой, начала постепенно угасать. Новые механики и оружие в игре все-таки несколько изменили ее первоначальное ощущение, сделав ее менее страшной. Это оттолкнуло некоторых поклонников. Granny вдохновила разработчиков на создание множества других мобильных хоррор-игр, таких как Ice Cream, Mr. Meat, Evil Nun и Death Park. Она стала не только основой для множества игр, но и породила целую волну фанатских модификаций, которые в свою очередь добавляют совершенно новые элементы в игру. Модеры превращают Granny в различных персонажей, меняют ее локации, музыку и даже сюжет. И, конечно же, комьюнити вокруг игры не угасает. Фанаты продолжают создавать новые теории, моды и контент. В Ютубе, в ТикТоке и в Дискорде можно найти множество людей, которые продолжают наслаждаться игрой, несмотря на ее старение. Интересные факты. Бабушка Granny была озвучена женой разработчика. Кстати, я этого не знал. А вот смех бабушки был взят из одного видео на ютубе. Бабушка не может попасть и покалечиться о свои же капканы. Иногда происходит небольшой косяк. Бабуля может сама нашуметь, уронив что-то, и сама же отреагировать на этот шум. Ну, старость не радость, как говорится. Granny стала не простой игрой, а настоящим феноменом, который трудно уничтожить. Она не имеет невероятной графики, нет лицензированной музыки и сложного сюжета, но у нее есть кое-что гораздо более важное – атмосфера. Игра заставляет тебя чувствовать себя уязвимым, напряженным, постоянно готовым к худшему. Страх, который она вызывает, делает ее уникальной и незаменимой для многих игроков. Несмотря на то, что девелопер молчит о будущих проектах, Granny продолжает жить. Бабка все еще идет, и ты никогда не знаешь, когда она окажется рядом. Скрип, шаги, звук. Ты уронил вазу, прячься под кроватью. Она уже рядом.